Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу, как я вяжу цветок, имитацию вышивки для украшения вязаных изделий. Обычно для таких цветов я беру акрил в 100 граммах 550 метров. Крючок чем меньше, тем лучше. У меня 1,5 миллиметра. Вот такой цветочек получается из акрила. Я буду показывать на хлопке, чтобы было более понятно, как мне кажется. Скользящую петлю провязываю 8 столбиков без накида, стягиваю нить, провяжу соединительный столбик и замкну вязание в кольцо. А теперь первый ряд. Наберу 1 воздушную петлю подъема и 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель и 1 воздушная петля подъема. В этом ряду будем провязывать арки из воздушных петель. Столбиком без накида прикрепляемся к следующей петле основания. Снова набираем 6 воздушных петель. И столбиком без накида прикрепляемся к следующей петле основания. Таких лепестков у нас будет 8. Готово 2 лепестка. Вяжем третий лепесток. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И прикрепляемся столбиком без накида к следующей петле основания. И так с каждой петлей основания всего у нас будет 8 лепестков. Переходим ко второму ряду. Перевернем вязание на изнаночную сторону. Соединительным столбиком прикрепляемся между лепестками. В этом ряду мы будем вязать арки из 2 воздушных петель. Провяжу 2 воздушные петли. Под каждым лепестком будут эти арки. Это всего 8 арок из 2 воздушных петель. И прикрепляться будем между лепестками предыдущего ряда. Прикрепляться буду столбиком без накида. Ввожу крючок между лепестками предыдущего ряда с изнаночной стороны. И провяжу столбик без накида. Арки из 2 воздушных петель. Опять вяжу 2 воздушные петли. Первая, вторая. И прикрепляюсь
между лепестками с изнаночной стороны столбиком без накида. Так вяжем весь ряд. То есть всего у нас таких арок из 2 воздушных петель получится 8. Прикрепляемся столбиком без накида между лепестками. Готов первый нижний ярус. Его мы вязали с изнаночной стороны. Теперь переходим соединительным столбиком в арку из 2 воздушных петель. Провяжу 3 воздушные петли. И в это же основание, в эту же арку провяжу столбик без накида. Таким образом, этот ряд, это у нас арки из 3 воздушных петель. Прикрепляемся столбиками без накида. Следующую арку нахожу, ввожу крючок, провязываю столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в это же основание, в эту же арку, ввожу крючок и провязываю столбик без накида. То есть этот ряд, это у нас арки из 3 воздушных петель. Прикрепляемся столбиками без накида. Всего таких арок, это основа под лепестки, будет 8. Нахожу следующую арку предыдущего ряда из 2 воздушных петель, ввожу крючок и провяжу столбик без накида. 3 воздушные петли, 2, 3. И в это же основание буду провязывать столбик без накида. И так вяжу весь ряд.
второй ряд нижнего яруса связали. Теперь переходим к лепесткам. Две воздушные петли, накид на крючок, в арку ввожу в крючок и вытягиваю 5 петель. Буду вязать пышный столбик. Вы можете количество петель регулировать, можете сделать 3 петли. То есть с этим можно поиграть. Варианты есть. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке, провяжу вместе. Снова накид на крючок. В это же основание, в эту же арку ввожу крючок и набираю 5 петель для следующего пышного столбика. 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот уже готова половина лепестка. Снова накид на крючок и в это же основание ввожу крючок и вытягиваю 5 петель. Повторяю, что 5 пышный столбик из 5 петель это условно, вы можете брать свое число. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Вот готов лепесток. 2 воздушные петли и прикрепляемся между арками соединительным столбиком. Вот это у нас лепесток из 2 воздушных петель высотой. Можно эту цепочку менять. Вот сейчас сделаю из 3. 3 воздушные петли. Здесь просто хочу показать, но там не намного отличается. Снова ввожу крючок и в арку провяжу пышный столбик. Буду вытягивать 5 петель. 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. В это же основание ввожу крючок и вытягиваю 5 петель для того, чтобы провязать второй пышный столбик. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот этот у нас лепесток, он получился чуть-чуть больше. То есть таким образом начальной вот этой цепочкой в начале и в конце лепестка мы регулируем величину лепестка, потому что на такую длину у нас вытянется нить. И третий пышный столбик в это же основание из 5 петель провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот следующий лепесток готов. Он чуть-чуть больше, чем предыдущий. Теперь снова 3 петли и прикрепляюсь между арками предыдущего ряда соединительным столбиком. Вот так мы вяжем каждый лепесток. У нас цветок получится из 8 лепестков. Я вам показываю на хлопке, потому что, мне кажется, здесь более видно, потому что ниточки, из которых я вяжу, они немного пушистые. Вот этот акрил. Вот готовый цветочек. Серединку можем украсить или бисером, или бусинами. А вот этот цветок связан из акрила в 100 граммах 550 метров.
Вот такой цветочек получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!